Всем привет! У нас сегодня опять необычный обзор. У нас каждый обзор необычный. Сегодня нетипичный для нашего ателье проект. Проект больше на sound quality, чем на громкость. Вернее, полностью на sound quality. А о громкости, о какой-то избыточной в этом автомобиле речи нет. Здесь у нас все в лучших традициях SQ. Здесь стоит трехполоска, сабвуфер в стелсе, один усилитель. Все сделано очень компактно, очень аккуратно, с минимальными изменениями салона. Автомобиль Ford Explorer, тоже автомобиль очень уникальный. Уникален он в основном салоном, обилием электрики, опций. Мы вкратце об автомобиле тоже поговорим. Вначале ознакомимся с аудиосистемой и потом в конце немножко поиграемся с самим автомобилем. Начнем, как обычно, с подкапотного пространства. Аккумулятор остался штатный. Установлен вот таким образом предохранитель. Очень часто спрашивают, как Тигран устанавливает предохранители. У него всегда способы разные. Но смысл в том, что он всегда закрепляет их надежно. Все провода тоже закреплены. Все затянуто в змеиную кожу. Как ты говорил, оно правильно называется? Полиэстероловый рукав. Полиэстероловый рукав. Все в термоусадке. Предохранитель стоит на 125 ампер, подобранный по сечению провода. И в принципе под капотом смотреть больше нечего. Давайте заглянем Давайте в багажник сразу посмотрим. И перейдем к салону. Сядем, там холодно, приятно. Автоматическая крышка багажника. Хоть и внушительных размеров, поднимается и опускается очень бодро. В багажнике у нас не установлено ничего из музыкальной аудиосистемы, кроме сабвуфера в коробе стелс. Сабвуфер Тигран делал сам. Зазорчики очень приятные. Вот такая была штатная сетка. Ее можно выбросить теперь. Сабвуфер, как и вся остальная аппаратура, очень элитной серии от компании Focal. Это у нас Performance. Диффузор делается из льна. Очень уникальная технология. Focal ей очень гордится. Задние динамики, которые не видно в штатных местах. Также серии Performance. Все, по багажнику, по задней части салона изменений у нас нет. Здесь надо бы показать, наверное, вот такую вот крутую штуку складывания сидений. Они складываются как спинки, так и сиденья целиком. Ничего трогать руками не надо, нажал кнопку и ждешь. И получается вот такой громадный багажник. Можно положить картошку, можно 4/18 сабвуфера, да? Как минимум. Вот такой у нас А еще смотри, получается. как заднюю раскладывать. А я видел. Вообще диван можно, матрас можно постелить. Да, если сложить заднее сиденье, у нас получается Двуспалка. Volkswagen Transporter такой. Да? Двуспалочка нормальная. Ну ладно, двуспалка, смотри, сколько можно груза возить. Да, практичная тачка, очень сразу видно. Так, закрывай и пошли в салон. Нет, ты смотри, какой сильный. Слушай, а это не очень безопасно, да? Когда мы открываем только двери, садимся за руль, мы видим сразу ни много ни мало целых 3 ЖК экрана. Вот эти два просто информационные, этот у нас сенсорный. И здесь у нас уникальная особенность этого автомобиля сразу видна. Здесь все кнопки, абсолютно все, кроме крутилки, сенсорные. Достаточно к любой кнопке прикоснуться, не надо ничего нажимать. На руле 2 джойстика, лево, право, вверх, вниз и ОК, которые управляют, соответственно, вот этими вот левым и правым экраном. Давайте заведем. Очень жарко. Только когда вставляем ключ, он это понимает, зажигается сразу. И видим вот сразу кучу графики. Очень приятно. Как я и говорил, правым джойстиком мы управляем правым экраном. Причем при смене пункта меню у нас меняется еще и цвет. И левый джойстик управляет левым экраном. Здесь у нас борт-компьютер. Расход топлива и другая информация. На спидометре продублировано милями. Километры основные у нас шкалы и продублировано милями. Видимо, чтобы не париться, для американского рынка и для европейского одинаковые приборки поставлять. Сидеть очень приятно, очень много места. Конечно, не так богато, там, как в Audi, Mercedes, BMW, но надо отдать Фордам должное. Они
как бы приближаются уже к вот этому люксу. Ну, очень, очень приятно на самом деле сделано. Насколько практичны вот эти тачевые кнопки, я не знаю. Мне такое ощущение, что это все будет залапано. Ну, это может владельца надо спросить. Сейчас это все выглядит очень чистенько, очень аккуратно. А здесь у нас, как я уже сказал, механических кнопок нет. Управление климатом есть как кнопками здесь, так и с тачевого экрана. Причем тут можно настраивать все что угодно. Климат-контроль у нас раздельный, трехзонный или может даже четырех, я не знаю, трех скорее всего. Задним климатом можно управлять как с этого экрана, так и с панельки, сделанной специально для задних пассажиров. Дефлекторы находятся как снизу, так и в потолке. Тигран вот сейчас сделали много, его там аж сдувать начало. Комфортабельный на самом деле автомобиль, сзади места тоже много. Тиграну сидеть вот сейчас нормально, несмотря на то, что переднее сиденье отодвинуто до конца назад. Заднее еще и регулируется, да? Круто. Удобно реализованные подстаканники, их тут два, большой бардачок в центральном тоннеле. Здесь подлокотники. И вот здесь у нас есть такая вот классная штука. Здесь, кстати, написано Powered by Microsoft. Sync, это вот система, я так понял, мультимедийная, навигационная называется. И здесь у нас находятся два разъема под USB, прикуриватель, AUX, SD-карта. Очень удобно сделано вот этот желобок, чтобы вывести оттуда шнурок. Очень круто придумали. На BMW почему-то до этого не додумались. По навигации, кстати, я сказал навигационная. Тут с навигацией небольшой провал. Здесь навигация выглядит вот так. Это компас. Позже владелец сказал, что пошли уже с навигацией эти автомобили. Сейчас за навигацию нужно доплатить 10 тысяч. Здесь будет полноценная навигация. Мы плавно подходим к аудиосистеме. Начнем с штатных возможностей. У нас здесь есть несколько источников питания. Я уже показал. Флешка, карта памяти, AUX и Bluetooth, который я уже проверил, и он отлично работает. Я не буду сейчас вам его показывать. Он работает как телефон и как аудио. Отлично коннектится, отлично работает. Но качество звука даже на слух гораздо хуже, чем с диска. Штатное устройство у нас головное осталось прежнее. Можно с него запускать все эти источники звука. И сигнал преобразовывается с помощью процессора Audison Bit 10, который находится под передним водительским сиденьем вместе с усилителем Alpine PDX V9. Под этим же сиденьем находится кроссовер от левой части акустической системы. Под пассажирским передним сиденьем находится кроссовер от правой части. Акустические системы в этой инсталляции — это самое интересное. Это самый настоящий Focal K2 Power. Породистый, чистокровный серии Elite, трехполосный Focal. Круче него может быть только Utopia Beryllium, которая стоит очень много денег. Этот комплект тоже не дешевый, но он не сравнится по стоимости с Утопией, которая на самом деле свои деньги, не знаю, оправдывает я ее не слушал, и знаю мало людей, которые ее слушали. Я знаю одно, что стоит она так дорого, потому что материал диффузора, как твиттеров, так и динамиков, выполнен из материала Beryllium. Или бериллий, как правильно. Бериллий добывается очень ограниченным количеством в год, и поэтому он такой дорогой. Загуглите цену на бериллий. В общем, круче вот этой акустики, которая здесь стоит, можно поставить только Utopia Beryllium от того же Focal. Это топовые динамики, одни из лучших в мире. Как звучат, мне понравились в этой аудиосистеме. Конечно, слабое звено в этой аудиосистеме — это штатное головное устройство. Сейчас SQ-шники уже, наверное, у них бомбит с самого начала видео, как вы поставили K2 Power и штатное головное устройство оставили. Сейчас эта аудиосистема выполняет свою задачу. Здесь минимальные изменения при наилучшем качестве звучания. Конечно, если заменить здесь головное устройство, потенциал аудиосистемы раскроется кратно. Динамики вызвали много вопросов, да, сразу, почему штатное головное устройство, почему D-класса усилитель. Повторюсь, задача стояла минимальные изменения, максимальная компактность и при этом максимально хорошее качество звучания. Усилители, я считаю, отлично вместе с процессором и с кроссовером слева поместились под сидушкой. Такое себе может позволить не каждый усилок, даже D-класса. А про B-класс я вообще молчу. Конечно, тогда пришлось бы делать фальши сзади. Здесь мы обошлись без каких-то внесений серьезных в конструкцию автомобиля, без фальш-панелей, без подиумов, без всего остального. Все разместилось под передними сиденьями и в стойках лобового стекла.
Подождите, игра. Кошки где? Без кошек не варят. Не, ну ты как-то ответственно подошел к вопросу, я бы их и так снял под машины. Серый, что ты делаешь? Иди послушай, как тебе музыка. Она говорит, она что только ты эстрадку только слушает. Да, она здесь слишком тихо говорит. Нормально там, кстати. Что-то вообще ленивая, да, стала?